Хей, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, как атакуют 10-й таунхоллы без осадных машин. Мне написали, что это интересно. Вам на стриме на последнем написали, и в примечании там к видосикам тоже. Поэтому давайте смотреть, что у нас здесь было. Играю я в этом клане в рамках CML, Championship, что-то там такая какая-то лига, но не суть. Самое главное, что здесь именно атаки в первых уровнях кланов, как вы видите, да, то есть друг другу дают десяточки кланкаста, то есть здесь никаких осадных машин, ничего нету. Давайте начинать. 5 атак у нас с вами есть посмотреть. Давайте начинать с атаки моего соклана. И здесь, как вы видите, прогулка королевы. Напоминаю, никаких фуловых кланкастов. Здесь у нас, как вы видите, по-моему, гончая там у нас. Гуляет здесь королева, довольно интересная прогулка. Что здесь задумал атакующий? Атака у нас прошла здесь не с первого раза. Давайте объясним и расскажем друг другу, что же здесь происходит. 7 бомберов для того, чтобы вскрыть один единственный здесь вот забор. Вот это вот все место у нас будет забираться при помощи короля. Король немножко попозже добавится, а королева должна будет зайти в забор. Конечно же, мульти-инферно — это приоритетная задача. Видите, здесь все 7 бомберов запускаются таким образом, чтобы успеть взорвать забор. Ну и, конечно, без ярости здесь никак. Разобраться с королем необходимо. Как вы понимаете, здесь нет никаких, как вы помните, охотниц за героями, да. То есть никаким образом не помочь королю, только ярость, естественно. И не помочь королеве. И двигаемся дальше. Король у нас здесь обнаружил 2 Теслы. Знал об этом атакующий. База была вскрыта, как я уже сказал, не с первого раза она билась. По-моему, там 90 с чем-то процентов была первая атака. Не так пошла немножко королева. Король здесь зачистил слегка иначе, обнаружив вот эту ферму Тесел. И побежал он здесь, как вы видите, именно таким образом, как необходимо. То есть зачистил вот это все. В другой атаке королева пошла вот здесь. И пришлось здесь что-то выдумывать. И хилки сгорели от этой мульти-инферно. Здесь же королева свернула на королеву соперника. Разбираемся с кланкастом. Очень неприятный кланкаст. Целая куча гоблинов, мини-дракончик и ведьма. Видите, немножко не попали по ведьме в яде, но все равно она справляется. И здесь еще прыжок отправляет королеву таким образом, чтобы она у нас забрала эту самую мульти-инферно. И далее начинается атака при помощи воздуха. Банки все кончились. Как вы видите, одна только ярость осталась у королевы. Вот она ей сейчас очень сильно нужна для того, чтобы все-таки расправиться с этой мульти-инферно. И летим 2 гончие, да, морозим все, что есть вокруг. Но здесь вот шарики здесь подвели атакующего. Посмотрите, вот этот вот арбалет будет у нас составлен позади атаки. Шарики, видите, сдуваются, то есть они сдуваются вниз. Арбалет пропускается, неприятно, можно сказать, да, вот сейчас он практически всех мушек перестреляет, пачка шариков снизу, да, все-таки нам хватает этих самых шариков, чтобы расправиться с остатками сооружений, добив при помощи мушек, и пачка последняя летит шариков для того, чтобы с этим самым арбалетом разобраться. Королева очень долго ковыряет забор здесь фул, но времени хватает, 3 звезды, крутая атака. Идем дальше. Следующая атака будет моя. Здесь, кстати говоря, запрещены молнии были, поэтому здесь пришлось что-то выдумывать. Давайте посмотрим, что я здесь выдумал. Ну, во-первых, мои любимые драконы, как говорится, да, без них, конечно же, никуда. Я вижу, что одну из ПВО довольно легко забрать при помощи королевы, выгрызть вот этот вот кусочек королем я забираю вот здесь. Вот, конечно же, лучка на выступающие сооружения. Получается более-менее коридорчик. Остались 1, 2, 3 ПВО. Да, первую ПВО мы нейтрализуем при помощи гончей. Вот она у меня уже из кланкастова полетела вперед. Королева зачистила территорию, король зачистил, осталось 3 ПВО. Но вокруг ПВО достаточно далеко, вот посмотрите, вот в этом радиусе, да, нет никаких сооружений, которые бьют сплэшем. То есть здесь нет визардов, нет мультиинферно. Мультиинферно здесь, видите, оно есть, но оно не достает до этого самого. Видите, до ПВОшек в этом плане, можно сказать, косяк этой базы, и этим будем пользоваться. Видите, мышки выпускаются таким образом, что 3 мышки на каждую из ПВО, чтобы их забрать. Собственно, у нас остается база без защитных сооружений по воздуху. Башня луков здесь не так сильно нас беспокоит, и драконы разлетаются. Хилл им там был в районе встречи с мультиинферно. Видите, еще один мороз для того, чтобы преодолеть эту самую мультиинферно. Все-таки она очень болезненна. На 10-х таунхоллах драконы серьезно страдают. Практически они здесь в центре
Если бы не было хила, наверное, и Мороза не выжили бы, и, наверное, атака бы сорвалась, но здесь драконов хватает, 3 звезды, достаточное количество драконов, по времени здесь тоже было так, достаточно плотненько, но времени хватило, 3 звезды, вот такие атаки драконами, без молний и без осадных машин. Если был бы дирижабль или был бы камнеброс, то база была бы порвана просто в хлам. Идем к следующей атаке на 4 номер. Здесь у нас прогулка королевы теперь с шахтерами. Здесь довольно много таких интересных тактик. И атакующий выбирает уничтожение 2 героев и кланкаства. И также захватит с собой вот это мультиинферно. Целых 10 бомберов для того, чтобы прорваться именно в эту ячейку. Довольно-таки рискованная затея, учитывая, что здесь все-таки мультиинферно и супербомберов, как вы понимаете, нет, поэтому обычные бомберы здесь у нас с вами. И как королева более-менее определилась, как же она пойдет. Видите, первый бомбер проверка. Остальные бомберы, пока мультиинферно их не сжигает, они, видите, успевают все-таки влопнуть эту самую мультиинферно. Тут было чуть было королева сюда не ушла, но все-таки вернется. Интеллект ей подкручен при помощи суперсейла, поэтому, видите, в дырочку в заборе она пошла. И остальные бомберы у нас скрывают следующий свой забор, заводя королеву в нужную и требуемую ячейку. Видите, маг ей помогает, направляет ее. Конечно же, при помощи ярости разбираемся с королем. И далее скоро у нас встретится, видите, еще ветродуй мешает. Будет в некотором роде хило к нам сдувать. Вот это очень неприятно. Видите, ПВОшка у нас реагирует на наших хилок, но все-таки королева ее из последних сил успевает добрать. Очень хорошо положен яд, касается он, видите, своим внешним контуром, по-моему, королевы, а может быть и не касается, но не очень хорошо, видите, здесь даже сил королевы не хватает, даже в ярости разобраться со всем этим делом, ну и, конечно же, больше банок нету, атакующего приходится прожимать способность, забирать арбалет. И, конечно же, здесь практически все скелетики не находились в этом месте. Вот здесь еще 2 пачки, здесь была пачка, здесь 2 пачки скелетиков. Поэтому, в принципе, довольно удачно все складывается. Забирает король периметр, добавляются хоги из кланкастов. Как вы понимаете, они тоже не фул, они вот десяточки. Поэтому не очень много они сделают. Ну и центр мы будем обильно стараться поливать хилами таким образом, чтобы перекрывать как можно большее количество шахтеров. Сверху, видите, хоги очень быстро погибают, деактивировав парочку гигантских бомб. И все-таки, видите, одна из пачек скелетов на шахтеров наших среагировала. Ползут шахтеры дальше. Серьезно, очень серьезно страдают, но еще одна пачка шахтеров переманивается на королеву, и это огромный плюс, потому что все-таки шахтеры бы отвлекались бы возле Визарда, да, и были бы, соответственно, уничтожены. 3 звезды, достаточно количество шахтеров, королевы, видите, лишние бомберы здесь были абсолютно не нужны, все получилось, не просто шла атака, завести королеву, мне кажется, здесь было очень-очень непросто, но атакующий справился. Идем к следующей атаке, следующая атака, прям можно сказать, филигранная, я бы сказал, одна из моих тактик, которые я так и до сих пор и не освоил, это у нас с вами прогулка королевы, целых 12 мини-дракончиков, также 12 обычных бомберов, никаких супер бомберов здесь нет, супер юнитов на десяточке не предусмотрено, и начинаем гулять свою королеву, направляем ее этими самыми мини-дракончиками, их у нас предостаточно, целых вот 1 штучка, и теперь смотрим, каким же образом и куда пойдет королева, для того, чтобы использовать эти самые 12 бомберов. Направляем нашу королеву, видите, она у нас Визарда уничтожила, несколько бомберов скрывает свой забор, после того, как отвлечены защитные сооружения, начинаем ввести королеву внутрь. Конечно же, король ей в этом должен помочь, забрать внешнее строение. Видите, через, можно сказать, такой мыс в базе, через выступающую часть, получается у нас завести королеву, и гуляем ее дальше, не торопимся с бомберами, потому что они могут скрыть не ту ячейку. Видите, запускается первый, вскрывается свой ненужный забор, да, они немножко побежали не так, но в ярости все-таки вскрывается свой необходимый, и мы получили доступ в самый центр базы. Не весь кланкастов выходит, атакующий не торопится при этом кидать ярость, потому что, ну, яд, конечно же. Все ярости здесь предназначены именно на королеву. Мини-дракончиком помогаем ей, направляем, видите, на периметре. Здесь целая куча арбалетов, самый такой центр. Очень часто так делают, много арбалетов вместе. Еще дракончиков добавляем на периметре, потихонечку зачищаем территорию и ждем, когда же королева нас выманит кланкастов. Видите, мини-дракончик на периметре это делает. Королева заходит в радиус, естественно, ярость, естественно, яд. Вновь кланкастов, тот, что мы с вами уже видели. Ведьма, мини-дракончик и целая куча гоблинов. Крайне неприятных кланкастов для прогулок королевы, но королева все-таки справляется. Добавляются шарики здесь у нас из кланкастов обычные, ну и естественно мы летим к
ПВО и мультиинферно, до которой королева, конечно же, из той ячейки дальней достать совершенно не сможет. Довольно много шариков у нас здесь было, и они все-таки справляются с ПВО, а вот с мультиинферно справятся уже мини-дракончики. Они, кстати, достаточно толстые товарищи. И мультиинферно сильно они не боятся. Королева продолжает гулять по базе сверху. Прыжок, конечно же, направляет ее дальше. И потихонечку добавляются мини-дракончики. Не торопясь, по одной штучке, чтобы они были в собственной ярости. Видите, никаких проблем с этим нет. И королева проходит всю базу насквозь практически. Достает она здесь у нас до мультиинферно. И, как вы видите, дракончиков у нас целая свора осталась. Прекрасно они справляются с королем. Сверху добавляются 3 звезды. Королева жива. Крутейшая атака, мне кажется. Одна из таких вот самых-самых интересных на десяточке без кланкаства, конечно же. Ну, не без кланкаства, а без осадных машин. С осадными машинами было бы гораздо легче. Камнеброс бы бросили, там полбазы бы снес точно. И давайте к последней атаке переходим. Тактика, которую, наверное, все знают. Пекка Смэш, так называемый. У нас с вами 7 пек и 8 магов. Также у нас есть несколько хогов. Вот видите, пеки отправляются по периметру таким широким мазком. По базе размазываются вместе с магами. И смотрим, чтобы зайти внутрь через прыжок. В этой атаке было крайне важно кинуть очень грамотно землетрясение. Видите, выходит клан Кастел, загоняем там наших боулеров, королей. И, конечно же, необходимо прорваться. Видите, первый хил возле мультиинферно. Боулеры у нас должны выжить. Они очень важны, можно сказать, life matters, да. И посмотрите, какое филигранное землетрясение. Оно у нас, вот если вы не заметили, обратите еще раз внимание, посмотрите, вскрываются вот эти вот все вот эти вот уголочки вскрыты. Все вот эти вот уголочки. Это было крайне важно. Не знаю, насколько атакующий четко прицеливался. Видите, 2 хила здесь используются на центр. Боулер, как я уже сказал, основная ударная огневая мощь. Пеки прикрывают, а боулеры основную силу здесь имеют в центре базы. Забираются несколькими хогами здания за заборами, которые не можем мы достать. Видите, здесь также используются лучки на периметре, и мы доходим до конца. Здесь можно использовать, конечно же, мороз, который здесь в принципе не нужен. Видите, вновь добавляются хоги тогда, когда защитные сооружения отвлечены, но почему-то они все равно переключаются на хогов, хотя вроде стреляли по пекам. Все равно здесь хватает сил добить базу до конца. Очень быстрая атака, пека смэш рулит. Не на все базы далеко подходит, но здесь, как вы видите, все получилось. Поздравляем наш клан Сахара, конечно же, с победой. Русскоязычных игроков, кроме меня, здесь нет. Я один, так что удачи мне на русском языке и good luck to all of our guys to next war. Клан Darkness очень известный, кстати говоря, в узких кругах в плане десяточек. Так что нам повезло, можно сказать. Total их обыграли. Спасибо за внимание.